Полина много путешествует, и ее последним пунктом в списке было путешествие в Африку. Она была полна энтузиазма и ожидала встречи с дикой природой, настоящими животными и великолепными пейзажами. Когда самолет приземлился в столице Африки, Полина испытывала смешанные чувства. Ее сердце билось быстрее, а возбуждение лишь усиливалось, когда она вышла из аэропорта и встретила своего гида по имени Джеймс. Улыбчивый и энергичный, Джеймс рассказывал Полине о загадочных местах, которые они посетят, и обещал показать ей настоящую Африку. Они отправились на джипе через просторную саванну, дымящиеся горы и густые джунгли. Полина была заворожена красотой этой страны и не могла оторвать глаз от природы, но, к сожалению, их джип сломался, водитель вызвал службу спасения, так как они находились в опасном месте. Неожиданно она заметила тени движущегося объекта позади деревьев. Не было сомнений, это был лев. Лев казался величественным и неприступным, искалеченный боевыми шрамами. Он медленно приближался к джипу, очевидно, ощущая присутствие Полины и Джеймса. Напряжение в воздухе увеличивалось с каждым шагом льва, он подходил ближе и ближе. Полина замерла в ужасе, не зная, что делать. Он издал рев, который пронзил все вокруг, и Полина поняла, что ситуация серьезна. От паники она недолго смогла выдержать и начала рыдать. Джеймс быстро проанализировал ситуацию и понял, что у них есть лишь несколько секунд, чтобы спастись. Он сразу приказал Полине не двигаться и притвориться мертвой. Полина, с трясущимися руками и сердцем, сделала то, что сказал Джеймс. Лев подошел к джипу с равнодушным выражением на морде, его взгляд скользнул по телу Полины. Сердце Полины билось так громко, что она боялась, что лев это заметит. Льву понадобилось несколько мгновений, чтобы осознать, что перед ним уже мертвая добыча. Но Полина не выдержала и выпрыгнула из джипа и начала бежать, лев за ней. Тогда Джеймс отпугнул льва ружьем, он выстрелил вверх. Лев повернулся и ушел в чащу джунглей. Полина и Джеймс с облегчением выдохнули. Жизнь Полины прошла перед ее глазами, и ее любовь к приключениям стала на грани. Джеймс быстро достал телефон и вызвал службу спасения еще раз, чтобы они прибыли скорее и помогли им избежать дальнейших проблем. Спасатели прибыли с легкостью и со спокойствием оценили ситуацию. Они помогли Полине и Джеймсу выбраться из автомобиля и отправились обратно в город. По пути обратно Полина ощутила сильное облегчение, осознав, что ее жизнь была спасена. Она выразила глубокую благодарность Джеймсу и всем, кто спас ее от льва. Он подчеркнул, что без его быстрой реакции и инструкций Полина могла бы не выжить. После увиденного Полину охватила смесь эмоций, страх, благодарность, возбуждение и благоговение перед этой безжалостной природой. Она понимала, что приключения имеют свою цену и что каждая секунда может быть последней. Полина вернулась домой с незабываемыми впечатлениями, запечатлевшиеся в ее сердце навсегда. Она поняла, что жизнь — это уникальная возможность для приключений и что ее путешествие по Африке стало не только опасным, но и незабываемым. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.